Ученые говорят о существовании примерно 20 нефтяных горизонтов, между которыми находятся радиоактивные сланцевые породы. Современная наука предполагает, что, возможно, эти нефтяные горизонты представляют собой погибшие биосферы, которые последовательно существовали на Земле. Радиоактивность сланцевых пород предположительно указывает на то, что причиной гибели этих биосфер были ядерные войны. В течение десятков тысяч лет, период образования сланцевых пород, на радиоактивной планете обитали только кольчатые черви, останки которых находят в этих породах. Далее, после снижения радиоактивности, биосфера на планете каждый раз полностью восстанавливалась. Интересно, что ученые нашли аналогичных червей, которые обитали в подземных озерах. Возможно, что именно эти существа должны пережить гибель существующей в наше время биосферы и положить начало новому циклу. Почему все это происходит? Можно рассматривать эту ситуацию в аспекте модели школы. После ухода очередного класса школу подметают и ремонтируют. Надо учитывать и то, что мир имеет информационную природу. Речь идет о стирании файлов. Ненужная информация стирается целиком, то есть в масштабах Земли картина мира меняется. Изменяются сами люди, разумные существа, облик господствующей расы. Каждая раса строит свою особую цивилизацию, создает собственные технологии. При просматривании зеркала Акаши, памяти Земли, мы можем увидеть историю до так называемого поворота. Предыдущие этапы развития планеты недоступны для нашего ментального тела, так как связаны с другими расами и другими типами сознания. Вся органика, как след от предыдущих биосфер, утилизируется и образует нефтеносные слои Земли. Земля, являющаяся домом для разных рас, периодически превращается в поле боя и место использования различных военных технологий. Конфликты могут возникать в пределах одного мира между расами, обитающими в разных мирах, или между цивилизациями, обитающими на различных планетах и даже в различных звездных системах. На первоначальных этапах развития цивилизации численность популяции людей регулировалась болезнями. Но по мере развития цивилизации эта функция перекладывалась на войны. При этом войны можно отнести к области системной регуляции численности населения. Их возникновение можно связать с отсутствием контроля рождаемости. Можно предположить, что есть цивилизации, которые контролируют рождаемость какими-то определенными правилами и удерживают численность популяции в приемлемых для системы пределах. Скорее всего, такие цивилизации обходятся без войн. Существуют так называемые островные культуры, проживающие в тропическом климате. С одной стороны, природа обеспечивает эти племена всем необходимым и делает ненужным развитие технологий. С другой, в условиях острова численность населения должна ограничиваться. В таких случаях переизбыток населения компенсируется ритуальными человеческими жертвоприношениями и ритуальным же каннибализмом. И кроме того, между племенами ведутся ритуальные войны, проводимые по особым правилам и более похожие на спортивные состязания. Целью таких войн является не захват добычи или территории, а именно сокращение населения. При этом пленных не используют как рабочую силу, а рассматривают как резерв пищи. Получается, существует причина, порождающая на системном уровне войны между расами, цивилизациями и даже планетами. Эта причина связана с возрастающей численностью населения. При этом речь идет о плотности ментальной энергии в пространстве. Например, цивилизация или культура может занимать планету или континент, пока численность населения не достигнет критической величины. Далее система начинает сама сокращать данную популяцию, используя болезни и войны. Для моноцивилизаций, занимающих планету, то есть не имеющих противников внутри своего мира и умеющих с помощью науки побеждать любые болезни, это будет конфликт, обусловленный экспансией самой этой цивилизации во внешние миры. Другими словами, любая цивилизация имеет количественное ограничение для популяции, связанное с плотностью ментальной энергии. При этом каждая каста имеет определенную плотность ментального тела, которая возрастает для каждой следующей касты. Существует таблица частот чакр, полученная нами экспериментальным путем с помощью резонансного метода. В данном эксперименте на электромагнитную катушку, находящуюся в экранированной камере, подавался синусоидальный переменный ток с генератора. В камеру помещался экстрасенс, и частота сигнала плавно изменялась. Экстрасенс сканировал активность своих чакр и сообщал о максимуме для каждой чакры. При этом отмечались частота сигнала, соответствующая каждой чакре. Далее проводились аналогичные измерения для других экстрасенсов. Исходя из ряда измерений определялась средняя частота сигнала для каждой чакры. Получены следующие результаты. Первое. Муладхара чакра. 500
1500 Гц. Второе – Свадхистана чакра, 1500 Гц. Третье – Манипура чакра, 3500 Гц. Четвертое – Анахата чакра, 7500 Гц. Пятое – Вишудха чакра, 15000 Гц. Шестое – Аджана чакра, 25000 Гц. Седьмое – Сахасрара чакра, 50 тысяч Гц. Таким образом, например, человек уровня 4.1, Анахата чакра, имеет плотность ментала в 15 раз больше, чем человек первой касты, Муладхара чакра. Поэтому при подсчетах людей следует учитывать касты. Так, один человек первого уровня четвертой касты равен 15 человекам первой касты. Если какая-то раса хочет избежать войн и болезней, то ей все время следует учитывать фактор плотности ментала на данной территории. То есть контроль рождаемости является ключом к благополучию данной цивилизации. Существует технология, связанная с бессмертием конкретной личности. Такая технология становится доступной на определенной ступени технологического развития. Суть ее состоит в возможности клонировать тело человека с последующим перемещением ментального тела из собственного физического тела в клон. Процесс клонирования был технологически достаточно сложным. Перемещение ментального тела из физического тела в клон производилось с помощью специального проектора. Во время Второй мировой войны немецкие нацисты проводили эксперименты с клонированием и получили положительные результаты. Однако не смогли получить технологию проектора, спрятанную в Тибете. Поэтому им не удалось получить доступ к технологии создания бессмертных. Некоторые развитые цивилизации на этом этапе останавливаются и далее, вместо рождения новых людей, создают условия для жизни ограниченного числа бессмертных. При этом рождаемость снижается, так как люди не умирают и, соответственно, не перерождаются. Использование этой технологии изменяет тип цивилизации. Создание клонов является технологией, доступной уже на текущем уровне развития. В яйцеклетку помещается молекула ДНК, взятая из ткани клонируемого человека. Далее яйцеклетка помещается в аналогичную матке женщины установку, заполненную питательной жидкостью и поддерживающую нужный температурный режим. Кроме того, внутри установки создается необходимая информационная среда, имитирующая двустороннее взаимодействие плода с организмом матери. Процесс перемещения монады из тела в клон на сегодня тоже технически разрешим. Надо сказать, что это одна из функций египетских пирамид. Человека помещают в нижнюю камеру пирамиды, а его клон в верхнюю. В определенный момент с подходящей геомагнитной активностью зоны размещения пирамиды, идущей от Земли, импульс выталкивает монаду вверх, где она и фиксируется в клоне. После этого тело уничтожается, и монада начинает жить в молодом клоне. Технология создания клонов описана в книгах средневековых алхимиков и называется созданием гомункулусов. В магии описаны практики выхода из тела, когда монада смещается за пределы физического тела. Кроме того, в демонологии описаны практики проекции, когда монада вселяется в чужое тело. Таким образом, древняя технология бессмертия разделена на части и спрятана в различных разделах магии. Можно предположить, что она использовалась и в античном, и в средневековом мире. Создание клонов может заменить большинство технологий, связанных с лечением тяжелых заболеваний. Действительно, проще вырастить новый клон и переместить в него монаду, чем возиться с лечением старого изношенного тела. Кроме того, существует технология ускорения роста и развития клона при помещении его в вращающееся электромагнитное поле, имитирующее магнитное поле Земли. Плод и организм матери получают информацию о течении времени по суточному изменению магнитного поля Земли в данном месте. Если это поле записать в течение суток, а потом эту запись прокрутить в ускоренном режиме, то и скорость развития плода увеличится. Можно рассмотреть процесс формирования некоторых известковых пород или янтаря как запись магнитного поля Земли за некоторый период времени в данном месте. Если мы подвесим такой кусок янтаря на крутильных весах и раскрутим их, то двигающийся в пространстве кусок янтаря создаст зону, в которой время для биологических объектов, в том числе и для развивающегося клона, потечет быстрее, изменяя скорость вращения объекта, являющегося носителем записи магнитного поля Земли. Можно регулировать скорость созревания плода и даже роста ребенка. Существует заболевание, при котором дети быстро созревают и также быстро стареют. Причиной этого заболевания является сбой внутренних часов, стрелки которых начинают крутиться с большой скоростью. Вероятно, вылечить такого пациента можно, поместив его внутрь мощного магнита, вращающегося со скоростью нормального магнитного поля Земли. Описан аномальный случай, произошедший с американской подводной лодкой во время запуска баллистической ракеты. На
Осуществив запуск ракеты из подводного положения, лодка исчезла с экранов на 5 минут в Атлантике, а потом вышла на связь из Индийского океана. При этом все члены экипажа начали стремительно стареть, и к моменту появления спасателей весь экипаж умер от старости. Последним скончался капитан, которого успели довести до госпиталя. Можно рассмотреть лодку в подводном положении как капсулу, изолированную от внешнего магнитного поля Земли. Очевидно, что при старте ракеты что-то пошло нестандартно. Такие исчезновения происходили бы при каждом пуске ракет с подводных лодок, и взлетающая ракета не только ускорилась сама, но и ускорила время на субмарине. При движении в ускоренном времени лодка попала в портал и переместилась в точку выхода из червоточины, расположенной в другом океане. Возможно, при старте ракеты внутри субмарины раскрутилось внутреннее магнитное поле. Используя вращающееся магнитное поле, можно построить машину времени, ускоряя или замедляя биологическое время. В условиях дома можно изготовить временной модуль с помощью эпоксидной смолы, оставив ее затвердевать в форме на одни сутки. Подвесив на крутильных весах временной модуль с противовесом, его, модуль из эпоксидной смолы, раскручивают и тем самым задают скорость течения времени. Существуют артефакты, сделанные на базе диаграммы магнитного поля Земли, полученные путем фиксации с помощью эпоксидной смолы или воска. Зафиксированную за сутки картину маг сканирует и создает монаду, на базе которой отливается артефакт «Кольцо для среднего пальца левой руки». Этот палец связан с анахата-чакрой. Так задается скорость течения внутреннего времени. Имея такую мандалу, маг может создать артефакт, ускоряющий 14А, нормализующий 15А или замедляющий 16А скорость течения внутреннего времени. Ускорение внутреннего времени можно использовать в единоборствах или управлении транспортными средствами, в том числе и автомобилями. Однако такой артефакт увеличивает старение и износ организма. Нормализация внутреннего времени подходит для лечения заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, в том числе и для избавления от лишнего веса. Замедление внутреннего времени можно использовать для омоложения организма или процессов регенерации.